Добрый день, друзья! Приветствуем вас на канале Грибной банды Калининграда. Осень, заканчивается вторая декада сентября, и мы на разведке в самом красивом лесу Калининградской области. Ребята, это Верхний Неманский лес. Это сказка. Это настолько красиво, можно гулять в тапочках. Это гораздо круче, по нашей версии, гораздо круче, чем Курская коса, национальный заповедник, внесенный в достопримечательности ЮНЕСКО. У нас разведка. Мы ходим по пожарным полосам леса. В лес пока не углублялись. Смотрим, что тут есть. Радует маслята. Маслят очень много. Пошел осенний масленок. Именно бодрый, красивый. Уже, кстати, много переростков. В этом году мы тут первый раз. Осень. Четкая погода. Четкое настроение. Здоровский масленок. Смотрите. Вот какой он красивый. Вот семейка масленка. Смотрите, какой бодрый. Бодрый, красивый масленок. Вот такие красавцы. Молоденькие, четкие маслята. Так, вы смотрите, как он бодренький. Да, бодренький. У него юбочка чуть-чуть подпорчен, конечно. Вот он какой четкий. Смотрите, какой четкий масленок. Итак, мы начинаем. Погуляем по Верхненеманскому. По характеристикам Верхненеманского. Лес преимущественно хвойный. Очень много сосны. Местами елка. Лес приблизительно по площади порядка 275 квадратных километров. Очень красивый. Можно гулять даже в тапочках. По нашему мнению, еще раз повторюсь, это самый красивый лес Калининградской области. Самый красивый. И в отличие от Курской косы, тут почти нет никаких запретов. Не почти, вообще нет. Гуляйте, гуляйте, гуляйте. Правда, с каждым годом его все больше и больше захламляют. Урбанизация, что сказать. Лес очень красивый. Воздух аж в легких иголочки колет. Так четко. Тишина, абсолютная тишина. Душа поет. Посмотрим, что будет в отношении гриба. Ребята, посмотрите, как четко смотрятся подосиновики. Обалденно, особенно на фоне вот этого лишайника. Обалденно красиво, конечно. Смотрите, вон его собрат стоит. Какие вот они красивые. Обалденно красоту, даже, ну вот, трогать его не хочется. Красотища-то какая. Я лисичку нашла. Тут целые полянки кнопочных лисичек. Целые полянки. Правда, они еще маленькие.
Но вы не представляете, какое наслаждение. Гуляешь, отдыхаешь по лесу. Настоящему отдых. Вот такой красавец стоит. Вот такой. Примезистая, ножика маленькая. Но настолько красивая, обалдеть. Лесовичок продолжает баловать. Баловать вот такими красавцами. Смотрите, как красиво стоит. Смотрите, какой он четкий. Видите? Обалденно такой кнопарик. Обалденно четко стоит. А рядом спрятался его братец. Вот такой вот карапуз. Видите? Вот он какой четенький стоит. Обалденно. Это ж раскапывать их. Это ж сродни, извините, кайфу. Это вот такой красавец стоит. Представляете, насколько зачетный. Вот такой. Это ж обалдеть. Красивый лес, красивые грибочки. Все замечательно. Ребят, ну разве они не прекрасны? Смотрите какие. Смотрите, они настолько хороши. Обалдеть, как на выставку. Вот, хоть сейчас на выставку выставляй. Это, ух, какой гриб. Ух, какие красавцы. Согласитесь, четенько. Еще не опавшая брусника. Вкусная. Как раз сейчас она вот такая сладенькая. И она полянами. Как капельки крови. Рядом Ежовиков кто-нибудь собирает? Рядом уже увядающий вереск. Помните в школе? По-моему, Багрицкий. А мне костер не страшен, пускай со мной умрет. Моя святая тайна, мой вересковый мед. По-моему, 6 класс советской школы. Все-таки самый красивый лес, честное слово. Как тут прекрасно гулять. Болотный подберезовик, уже уставший. Молоденький мухомор. И рядом шлепун желто-бурого подосиновика. Стоит такой красавец в мху. Ребята, чудеса Верхненеманского леса. Шел и оторопел впереди. Это ж такая красота. Представляете? Вот такой вот стоит. Здоровый, четкий. Настолько бодрый, настолько красиво смотрится. Это же мечта.
Мечта каждого грибника. Обалдеть, какой он красивый. Попробуем его срезать. Вот представляете, настолько чистенький, настолько бодрый гриб. Блин. Его вот так вот, его вот давлю, его не продавить. Это ж такой красавец. Стоял, меня ждал. Умница. Спасибо лесовичку. Вот такой вот толстячок, боровичок. Такой красивый. Обалденный. Ух, петь охота. Маслятки какие симпатичные. Обалденные. Кстати, ребята, они тут на порядок лучше тех, что на косе. Но в первую очередь тем, что они не в песке. Они тут чистенькие, клевенькие. И их не надо чистить от песка. Очень четкие, бодренькие, чистенькие. Красивые маслятки. Причем они идут целыми дорожками. Целыми дорожками. Огороженные, ухоженные муравейники ничуть не хуже, чем на косе. Кстати, ребята, маленькая подсказка от банды. Не мой секретик, секрет профессиональных сборщиков ягоды. Если вы хотите, пришли в лес и хотите, чтобы вас не кусали комары, снимите верхнюю куртку на 5 минут. Бросьте на муравейник, она полежит, сняли, отряхнули и одели на себя, ни один комар не подлетит. Ребята, спасибо, что вы мне помогли. Удачи вам с грибами совсем. В любви. Все, ребята, так неожиданно получилось. Все, ладно, спасибо. Спасибо. В очередной раз форс-мажор помогли заблудившемуся грибнику. Отвезли. Так уж получилось, ребята, что нам пришлось сместиться. К нам подошел мужчина, настоятельно попросил его помочь. Он заблудился, и до его машины, по нашим прикидкам, было где-то порядка 4 километров. Ну, поэтому мы снялись с маршрута и переехали в другой лес. Сейчас мы ближе к поселку Пограничному. Переехали в лес. Но мы сейчас где-то километра полтора от границы. Рискуем, конечно, но вот такие вот у нас красивые грибочки. Смотрите, четкие, зачетные. Вот смотрите, вот такие вот грибы у нас. Красавцы. Понять не могу, что за гриб. Сейчас посмотрим. Блин. Это горчак. Смотрите как. Какой зараза красивый. Двойник белого. Видите, розово гименофор отдает розовым. И чем
больше он стоит, тем он больше розовеет. Ну, больше сорванный. Горчаки, заразы. Но красивые. Красивые, красивые, красивые. Ничего не скажешь. Вот такие стоят. Молодцы. Красивые, молодцы. Ну что ж, мы продолжаем. Продолжаем изучать леса. А вот и первый красавец белый. В этой половинке леса. Вот такой он здоровский. Вот такой красивый грибок. Вот такой он стоит. Красавчик. Видите, какой. Обалденно красивый. Вот мне интересно, будет у нас слой грибов или нет. Обещали очень большие холода. Вот как-то так. Вот такой ну, красавец. Вот такой красавец. Настоящая осень. Над головой журавли курлычат. Улетают. Все-таки верхние неманские леса. Это здорово. Красивый лес, чистый лес. Поют журавли осенью. Вот такие кнопасики. Кнопасики только лезут из мха. Вот такие красивые. Гриб идет. Интересно, будет ли второй слой. Грядут холода. Интересно, проснется ли грибница. Пока идут. Есть маленькие, но их очень-очень мало. К сожалению. Маслята-то сегодня как радует. Их довольно-таки много. Прячутся такие, маскируются, как только могут. В траве, вдоль дорог, по краю леса, зонтики маленькие, но это зонтики классические. Довольно вкусный гриб, рекомендуем. Настоятельно, по крайней мере все, кто пробовал, никто плохо не отзывается. Хотя вру, один человек сказал, не очень зашло. Еще бы, имея такой внешний вид. Не каждый отважится такой гриб поесть. Тем не менее, в кляр лицевой стороной я обмакнул и на сковородку. Довольно-таки вкусно. Маслятушки, ребятушки. Красавишные. Хороший гриб. Чистый, самое главное, без песка. Брусника. Обалденно. Обалденно, сколько брусники. Согласитесь, красиво. Довольно-таки красиво смотрится. Такая она. Дорожками. Сейчас она самая-самая спелая, самая вкусная. И самое главное, обалденно полезная ягода. В общем-то, что сказать по итогам сегодняшнего выезда? Верхненеманский лес
один из самых больших и самых классных лесов в Калининградской области. Благородный гриб есть, но его мало, даже очень мало. Он трудовой и единичный. Зато много всевозможных масляток, всевозможные соленушки. И при желании гриба как такового вы набрать можете спокойно. Другое дело, сколько вы на это готовы потратить труд и затрат. Всем спасибо за то, что вы погуляли с нами по лесам в очередной раз, по лесам Калининградской области. Какая красота сейчас. Красота. Спасибо, ребята, всем за просмотр. Спасибо за то, что путешествуете с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем огромное спасибо. Присоединяйтесь к нашей грибной банде. Это довольно нетрудно сделать. В описании к видео есть ссылки на нас в соцсетях. Пишите администратору, попадайте на совместный выезд. И вот вы уже в грибной банде. Грибники всей страны, давайте объединяться.